Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я нарезала квадратиков. У них размер 10,5 на 10,5 сантиметров. Здесь 4 цвета. Вот эти 3 цвета по 4 квадратика, а вот этих 10. Сначала я раскладываю 2 ряда вот из оранжевых квадратиков. После того, как я разложила оранжевые квадратики, я стала выкладывать справа джинсовый, цветной, синий. В следующем ряду цветной у меня был вторым, стал первым. Следующий вторым синим и джинсовый. И вот в таком порядке я разложила. Вот такая у меня получилась схема будущего изделия. И теперь я буду сшивать между собой сначала вот эти вот два сошью, потом 4, потом 5. И вот все ряды собираю. После того, как собрала все ряды, теперь соединяю все ряды между собой. Я уже прогладила их, я все швы разгладила на обе стороны. И теперь соединяю, я складываю так, чтобы шовчики совпадали. Можно сколоть, чтобы не стесняться, как говорится. И строчу. Я сшила свою пэтчворк-заготовку, и теперь я беру... У меня вот обрезки вот такого уплотнителя были. Это не синтепон, не знаю, может шерстепон какой-то, но он потоньше, чем у меня синтепон. Я вот его сшила, кусочки прям вот зигзагом между собой, потому что у меня совсем были прямо обрезки. Но вот я хочу его потратить. Я укладываю свою заготовку на этот уплотнитель, утеплитель. И вот так вот я прям вот вырежу. Конечно, можно и вообще без уплотнителя, без любого обойтись, но мне вот захотелось с ним. Вот вырезала прямо по форме своей заготовки. Теперь я беру ткань. Можно того же одного из цветов, которые есть вот в моей заготовке, а можно подходящего цвета. Укладываю свою заготовочку сюда. И сверху нее укладываю вот этот свой вырезанный утеплитель. И теперь скалываем свой сэндвич, вот этот, который получился, все вместе, все 3 слоя. Я все сколола, и теперь я буду прошивать все вместе. По периметру прям прострочу, вот так вот все. Но вот эту вот часть, вот это вот, и с одной, и с другой стороны я трогать не буду. Здесь я не буду зашивать. Я прострочила по краю сэндвича, вырезала все по форме моей заготовки. И теперь мне нужно обрезать уголочки, потому что прежде чем я буду выворачивать, чтобы у меня потом все красиво, хорошо было. И я надеюсь, что это поможет. Вот, и вот здесь вот я сделаю надсечки, чтобы у меня это дело все хорошо выворачивалось. И теперь я выворачиваю свою заготовку. Девочки, в конце видео я обязательно расскажу, какие я ошибки совершала здесь и как их избежать. Потому что я, конечно, косячила здесь от всей души. Единственное, что меня может понять и простить можно меня, потому что я это делала в первый раз. И, конечно, постаралась потом эти ошибки как-то замаскировать. Я все вывернула. С изнанки вот так вот это выглядит. Края у меня здесь не закрытые, не зашитые. Тут я буду вручную, я думаю, зашивать. Так, что я делаю дальше? Вот так вот складываю и смотрю. Ну, вообще я и раньше посматривала, чтобы у меня все совпадало и было симметрично. Но вроде все и нормально, и совпадает, и симметрично. Это у меня будет сумка. И вот эти места вот я оставила для ручек. Значит, сейчас я сделаю ручки. Я вырезала полоски ткани и буду делать ручки. Сошью лицом к лицу, растрачу. И то же самое со второй ручкой. И выверну. Ручки прострочила, вывернула. Я оставлю в описании ссылочку, как вывернуть узкую деталь. Здесь не буду на этом останавливаться. И прострочила еще вот вдоль 6 миллиметров от каждого края. Теперь мне надо как-то ручки эти пристроить сюда. Вот так вот вшивать. Значит, мне надо будет зашивать вот эти вот места. Делаю прорези практически до уголочка, который у меня пришит, чтобы мне можно было завернуть. Я вот так вот заворачиваю.
и вручную зашью. Вот до сюда вот так вот зашью, а вот это оставлю для ручек. Я скалю сначала булавочками, чтобы мне можно было спокойно зашивать. Дорогие друзья, сейчас самое время поставить лайк и не забыть подписаться, если вы еще не подписаны. А если вы подписаны и смотрите в YouTube, то нажмите, пожалуйста, колокольчик рядом с кнопкой подписаться. В этом случае вам будут приходить уведомления о моих новых видео. И вы ничего не пропустите. Здесь я уже начинаю пристраивать ручку. И я хочу сказать, как я все-таки ошиблась, то, что надо было мне прострочить полностью по всему периметру и зашить здесь. Ручки-то, в принципе-то, и сверху можно было бы потом на машинке пришить. А я, конечно, работы себе очень сильно прибавила. Вот здесь вот я просто ее вот такими вот стежочками прихватываю, ручку, чтобы, ну, пришита бы все-таки она была. Заколола ручку булавкой, чтобы она держалась в этом положении, потому что мне еще с другой стороны надо зашивать. Ручки приделала, и следующим этапом я решила простегать свой сэндвич. Можно, конечно, было просто в шов прострочить все на машинке, но я решила вручную. Мне кажется, что так будет гораздо симпатичнее. Я простегала свою заготовку всю. Кстати, я хотела показать еще с изнанки. Изнанка вот так выглядит. Стежочки незаметные, потому что нитка у меня такая желтоватая. Приступаем теперь к следующему этапу. Складываем сумочку свою будущую пополам и прошиваем, сшиваем вот эти края и вот эти. Я опять все это делаю вручную. Все узелочки, которые от стежки у меня с краешков, я их в шве оставляю, так чтобы их не было заметно. Я зашила свои вот эти вот места, которые планировала. Вот здесь и вот здесь. Единственное, что я думала, что я вот так вот только зашью, но я еще продолжила немножечко вот наполовину вот этого квадратика, где прикрепляются ручки, потому что я подумала, что так, наверное, мне, по крайней мере, будет лучше. Теперь у меня вот эти вот места с двух сторон, я их вот так вот складываю и точно так же зашиваю вручную теми же ниточками. У меня вот такого цвета нитки. Мне кажется, они сюда подходят. По крайней мере, они не видны. И я шью только вот оранжевую часть, внутреннюю зашиваю. Стежки делаю по ней. Я не знаю, видно или нет, что шов получается такой косичкой как бы. Потому что я захватываю то с одной стороны, то с другой. И в результате такая вот прикольная косичка. Особенно за счет того, что там все-таки ткань. Конечно, его особо не будет видно, но прикольно. Девочки, дошила я сумку. Вот что у меня получилось. Вот такая неземная красота. Здесь вот, где ручки, у меня, конечно, косяк был, но я его закрыла пуговичками. Причем я их пришивала с двух сторон. И вот здесь вот эти места я тоже закрыла пуговичками. Изнутри, вот когда она лежит, она вот так вот выглядит, вот эти вот, как у тюльпанов, такие лепестки. Но вообще-то я вот сейчас буду говорить о своих ошибках. Что бы я сделала теперь вот на основании своего опыта по-другому? Ну, во-первых, когда я сшивала с подкладкой, я бы оставляла не вот эти места, я бы вообще оставила только одно место для выворачивания и оставила бы его где-нибудь вот здесь вот, там, где будет дно, то есть в середине полотна, потому что здесь все швы в результате потом зашиваются и ничего некрасивого не будет. Во-вторых, когда стегала бы, я бы начинала, естественно, не вот отсюда, как я начинала, потому что у меня здесь узелки оказались в результате, а откуда-нибудь тоже вот отсюда, из середины, потому что мне вот эти узелки мои пришлось закрывать вот этими пуговичками. Я делала квадратики 10,5, и она получилась такая вот маленькая коктейльная сумочка или детская, кому как. Но если вы хотите большую сумку такого плана, то делайте квадратики 15 на 15 сантиметров.
Вот так вот здесь я зашила вот до серединки вот этого вот, потому что иначе бы вообще рука бы не пролезала толком. А так у меня нормально рука пролезает, что хочу найду, если я, ну там много и не положишь. Подкладку я бы посоветовала делать из такой же ткани, которая есть вот у вас вот здесь, вот в лицевой части сумки. Надо было мне делать вот из такой вот оранжевой. Тогда бы это вот, когда вот эти вот лепесточки выглядывают, оно бы вообще не выглядело изнанкой, а выглядело бы, ну, просто, ну, такая сумка. Вот, а так она, конечно, прикольная, она мне нравится. Я все косяки позакрывала, и вроде бы и ничего. А, еще я хотела сказать, вот у меня вот такие вот разноцветные пуговицы, поэтому такой детский вид получился. Я бы вот такие вот пуговички пришила, но у меня такая пуговичка только одна, а она бы, смотрите, как классно бы смотрелась, если бы были вот такие пуговички. Оно бы уже смотрелось стильно, а не по-детски. Ну, у меня такая одна с незапамятных времен. До магазина мне далеко. Я просто вам показываю, как фурнитура может поменять впечатление. Смотрите, сразу такая стильная была бы. Просто крутяк. Теперь вы на основании моих ошибок сошьете себе просто крутейшую сумку, супер-пупер сумку. Донышко такое прикольное у нее. Ну, вообще она мне нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк. Пишите свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.